Здравствуйте, друзья! Вот сегодня хочу поговорить о заточке ножа на гриндере, а именно на крупном зерне на 40-й ленте. Как это все делается и как это можно лучше сделать. Ножик очень сильно затуплен, начинаем формировать подвод. Ну, тоже своего рода спуск, типа вторая заточка. Заточка, в общем. Начинаем, вот, по ленте мы ставим определенный угол, какой нам нужен. Либо там чтобы немножко резал получше, но тупился быстрее. Либо тупился медленнее, но будет менее острый. Начинаем водить. Начинаем от пятки к носику. Ведем, ведем, ведем. Немножко как бы ножик поднимаем вверх, чтобы полностью вот в этот носик попасть. То есть я должен сделать вот такое вот движение. И немножко носик получается как бы вот чуть-чуть его поднять, ручку опустить, а носик немножечко отвести, то есть в сторону, чтобы попасть вот в этот как раз уголок. И вот такими движениями начинаю попадать. А лента-то крупная. Я специально не включил, чтобы было понятно, потому что будет жужжать, буду говорить. Так вот удобней будет. И начинаю. Вот такие движения. Раз, немножко убираю, носиком попал. Раз, убираю, носиком попал. А лента крупная. Что мне для этого нужно? Есть вот тут два варианта. Дотачиваю, то есть одну сторону проточил, заусенца не образовалось. Буквально там оставил 0,2 мм кромку, да даже 0,1 пусть. Со второй стороны начинаю ту же процедуру. Угол выставил, лента крупная, срезает сразу много. Нужно тут не ошибиться тоже. И вот такими вот движениями начинаю работать. Точу, точу, точу. В итоге там 0,2 осталось, оставляю 0,1 или даже меньше, там 5 соток. Грубо говоря, мелкую, 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 мелкую. До конца на крупной ленте лучше не точить. Потому что если вы прям в ноль будете вытачивать его, то получится просто. Отрыв кромки будет вот такая вот пила своего рода. Либо нужно вот 0,1 примерно оставили на кромке. Поменяли ленту на 80-ю, 60-ю или там 240-ю. И уже до конца можно доточить. Заусенец вышел. Посмотрели со всех сторон. То есть здесь, 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 здесь. И перешли, куда перешел заусенец. Так, мы точили вот эту, да? Значит, перешли на эту сторону. И до конца дотачиваем. Перегоняем его, пока полностью не уберем. Все, ножик заточен. Меняли ленту после 40-й. Есть такая техника. Это вот первая как бы вариация. Вторая вариация. Можно на 40-й ленте. Берем, переворачиваем ножик вот таким вот образом. Угол, в принципе, лучше видно. Сразу выставляю, какой мне надо. Тут получится лучше. И вот таким вот образом. Иду, иду, иду. Носик немножко убираю в сторону. Обух, естественно, теперь если в том мы случае опускали сюда, теперь мы его поднимаем. То есть вот по линии кромки ножа. Вот таким и немножечко в сторону. Потому что, опять же, если мы вот так вот прямо будем вести, мы будем новый спуск формировать. Он будет вот такой вот здоровый. Это уже будет даже не подвод. Мы-то сейчас подвод формируем, а уже спуск будем. То есть вот такое вот и немножко убираете. Здесь, получается, зерно не врезается в кромку, а зерно идет по кромке, то есть ножик идет вот вместе с лентой. Тут уже заточка будет помягче. Зерна уже не будут кромку вырывать ее кусками металла, потому что зерно крупное, а будут как бы ее сглаживать, кромочку, то есть поменьше. Ну, здесь тоже, если вы до конца вот потом переходите на другую сторону, заусенца не ждете. Переходите, если заусенца нету, то там буквально остались, вот говорю, там, может быть, соточки. А то, можете, микроны. Перешли на другую сторону. Техника та же самая. Попадаете, какой вам угол заточки нужен. Там поострее нож был. Но опять же, может быстрее тупиться. Поострее будет, но быстрее тупится. Либо чуть потупее угол берете. Будет подольше заточку держать, но похуже резать. Ну, можно что-нибудь подрубить даже. Костяшку какую-нибудь или еще что-нибудь там. Ну, скажем, там, палочку подстрогать. Ну, это смотря для каких задач. С другой стороны также подводик этот формируем вот таким вот образом. Ведем, ведем по кромке, в сторону немножко уводим. Пяточка, середина ножа, носик поднимаем, немножко убираем и попадаем четко в наш вот этот вот подвод. То есть вот такая вот техника.
Вот идем, 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 раз, и ручку как бы вот вверх, получается, и в сторону. Вот, вверх и в сторону. Ну, руку набьете, вот оно будет, и все будет получаться. Еще можно по искре смотреть. Искорка будет где? Если вот искра ушла, допустим, куда-то вообще в левую сторону или в правую, должна быть где вот точка соприкосновения, там должна быть искра. Искра в другом там месте где-то. Вот тут, допустим, а вы давите вот здесь, значит, не там идет контакт металла с лентой. Вот, так, в сторону, вверх. Вверх и в сторону одновременное движение, попасть в кромку. И тут я уже показывал, ну вот оно. Дошли, до конца, естественно, точить не будете, но вот осталось уже чуть-чуть. Ну, даже может, ладно, мелкая-мелкая уже пилочка такая прошла, но это тоже не очень хорошо. Если оставить ее, в принципе, нож заточили. Нож режет, да, хлеб, там, сало, хоть что там, любой материал, но он быстро затупится, потому что вот эти вот микропила, они пообломаются, и нож, ну вот, возьмите там палку, сломайте, будет тупой угол, вот то же самое будет, или там металл сломайте. Сломается, нож затупится и все. Поэтому вот после заточки вот такой, можно, ну нет у вас ленты, допустим, мелкой, или еще что-то, неохота переставлять. Ну вы возьмите брусочек, вот такой вот мелкий, абразивный. Попадите в этот подвод, вот такими вот движениями, вот, проходами, пройдитесь. Подровняйте. Вот здесь вот у меня крупное, да? Можно после крупного чуть покрупнее, вот такое. С одной стороны, посмотрите, перегнали заусенец, да? То есть вот. Ну, брусочек, естественно, мочите. Забыл сказать, вода обязательно. Я ж просто ведро некрасивое, не стал его на столе оставлять, чтобы картину не портить. Мочите обязательно. Скорость ленты, вот у меня регулируется гриндер. Я вообще на маленькой точу, тут 6 скоростей, я на второй скорости точу. Мне торопиться некуда, зачем мне надо обороты вот такие, если еще и лента крупная. Да хоть и лента мелкая, маленькие обороты, не надо спешить. Тихонечко и пошли. Быстро, хорошо, бывает редко. Мочите, прошлись. Мочите, проход. Также камень намочили. Ладно, уберу ведро. Камень намочили. Вот покрупнее зернышко. Так, где оно? Вот оно. Вот оно. В подводик попали. Как я уже сказал, прошлись. Заусенчик посмотрели, есть. Со второй стороны. Все, посмотрели. Ну, уже почти нету. Теперь вот у меня тут гладенькое. Зернышко другое. Взяли гладеньким. Подровняли. Вот после 40-й ленты. Вот процедура буквально на 5 минут, если не хотите менять ленту. Все, заточен. Ну и итог. В этом видео я показал вот две техники заточки ножа на ленте. Легко точить, ничего сложного. Всем спасибо за внимание, хорошего времени суток, до свидания. Подписывайтесь на канал.